Оля, 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 севус крюскот. Всем, да. Харальд уже начал сразу комментировать, что 28 градусов сегодня у нас. Мы сегодня утром встали, ребятки, всем привет. Мы сегодня утром встали и решили с Харальдом поехать на паровозике в сторону Лара-Парка. Приехать в Лара-Парк. Ну, в Лара-Парк мы не пошли, потому что мы там уже были много раз. Вот. Только вышли, идем, метров 100 отошли. Такая туча прямо. И дождь начинается. И мы с Харальдом побежали домой обратно, вернулись. Так что вот так. Сегодня очень сильный ветер, очень сильный ветер. А мы сейчас прогуляемся с вами. Я вам покажу немножко красоты нашего острова. Острова Вечной Весны. Мы сейчас выйдем на такую аллею. Вы посмотрите, как ветер повалил прямо. Смотрите. Да. Вон, видите, это очень сильный ветер. И вот от пальм попадали вот такие вот. Вот представьте, на голову прилетит такая веточка вам. Мало не покажется. И здесь вот полностью все это как бы лежит после такого легкого ураганчика. Идем, прогуливаемся. Рекомендую сегодня остаться на моем канале и посмотреть немножечко об этом острове Тенерифе. Ветер, наверное, будет сильно задувать. Но ничего, прогуляемся. Вам самое главное виды, а не мой разговор и моя болтовня, правильно? Правильно. Вон, видите, валяется. Это Сан-Филиппе. Отель Сан-Филиппе. Да, вот. Вот, пожалуйста. Вот, все это покрывалось, сухенькое, и лежит на земле. Все сегодня гешефты, все маленькие ларечки, которые связаны с бизнесом продаж, быстренько свои плакаты все поуносили. Сегодня такой ветер. Так, идем через пешеходный переход. Нас должны пропустить, потому что здесь нету светофора. Сейчас мы пойдем на ту сторону, на эту сторону и выйдем прямо к океану. Мы идем по такому большому кругу как бы. Так, а что это здесь поставили? А, это тренируются эти, наверное, скалолазы или как их там называют, видите? Вот такие. И вот смотрим, мы на Мартианис подошли. Это район называется Мартианис, Плая Мартианис. Там вон туннель такая идет. И дорога идет прямо с выездом на автобан. На автобан, который идет в одну сторону в Лос-Силос, туда Буэнависта, а вторая сторона идет Санта-Крус и дальше туда на юг. Вот, это Соль, отель Соль стоит прямо, а между отелем Соль и Конкордией, вот это розовое здание Конкордия, находятся апартаменты, где мы и пребываем. Вот это здание, вон то серое, здесь буквально рядом. И вот я вам показываю вот эти шторочки, как в Венском оперном театре. Это наши апартаменты, так называемые, которые находятся на улице Авенида Венесуэла. Авенида Венесуэла. Очень жарко. Очень жарко. Это любимое место серфингистов. На своем канале основном я вам часто его показываю. Основной канал, который называется Эви Гилиба «Вечная любовь». Кто не подписан, приходите, подписывайтесь, там много увидите интересного. Там помимо нашей вечной любви много кулинарных рецептов, поход по грибы собираем. Вот видите, серфингисты катаются. Затем путешествия по разным городам. И все там очень много. На Эви Гилиба «Вечная любовь». Здесь много сидят на этих пятачках людей. И вот такие волны. А сегодня только один серфингист катается. Остальные что-то не захотели. Очень жарко, парит. Сегодня было 30 градусов, сейчас немножко опустилось до 28 градусов. Несмотря на то, что уже в Украине и в России
уже как бы ходят в теплом одеянии, в Вене в том числе. Так, здесь готовят какую-то площадку, вероятно, опять будут какие-то спортивные соревнования, они здесь часто проходят, связанные с многоборьем, в том числе и бег. Вот ставят они что-то тут, не знаю для чего это встает, но ставят. Так, Фон Грубе. Фон Грубе это парфюмерный магазин. И есть некоторые... Сейчас мы зайдем, я вам покажу. Фон Грубе. Вот, парфюмерный магазинчик. Мы заходим в него. Маленький слоник стоит такой. Здесь музыка играет, и мне надо выключать, потому что это все пойдет как авторские права. Я сейчас подойду, посмотрю новые парфюмы, а музыку выключаем мы. Сейчас мы подойдем к сети бассейнов. В прошлом видео я показывал сеть бассейнов. А это стоит зеленое дерево с большими листьями. Ну, конечно, вы догадались, что это фикус. Помните, у нас в квартирах раньше, в коммунистические времена, которые не построились так, был у каждой в семье фикус. Это считалось престижно фикус иметь. А сколько пыли надо было протирать на этих листьях? Конечно, помните. Как же такое не вспомнить? Это сеть бассейнов. Сеть бассейнов возле Мартианос. Здесь сидят мальчики-марокканцы такие. Разговаривают очень быстро. Видите, тоже валяются везде от пальм ветки. И вот такой огромный бассейн. Я здесь позапрошлый раз приезжали, мы пошли, легли под пальмами. И я тут хорошенько потом думаю, дай-ка здесь вот полежу немножечко на открытом этом. Моментально сгорел. Морда была как у рака. Здесь плавал на больших этих бассейнах. А там есть чуть поменьше тоже бассейны. Здесь же и кафе, и ресторанчики. Все есть. А вот посмотрите, что после этого шторма, видите, валяется. Еще эти уборщики не поубирали. О, смотрите. Все это валяется. Все это попадало. Кому-то, может, и на голову приземлилось. Вот. Идем дальше. Идем дальше. Люди сидят, отдыхают. Им ничего ни почем. Хоть ветер, хоть дождь, хоть снег, хоть гроза. Они сидят и продолжают свой отдых. Это флюгер. Сегодня он крутится. Видите, флюгер какой. Много-много этих колпаков на нем. Тут такое дерево прямо. Вот. Да. Ветер, конечно, будет задувать и в камеру. Я не взял свой экшн камеру с дохлой кошкой. Дохлая кошка — это такой мех одевается. Защита как бы от ветра. Но я чувствую, что будет, конечно, на телефон сильный этот ветер передаваться. Ну, сниму все равно. Вам самое главное — красоты, правильно, мои дорогие зрители? Красоты там, где мы сейчас находимся. А все остальное, как бы, это уже второстепенное. Вот, опять же, сеть бассейнов. Это продолжение сети бассейнов. Значит, стоит это чуть больше 5 евро. И целый день с утра приходите, и целый день здесь лежите. Вот под пальмами здесь мы лежали. А наверху там такие большие плоды пальмовые, которые могут угодить вам прямо на вашу голову. Надо смотреть, чтобы не лечь под него. Видите, какой дом достроен или... А нет, это не достроен, это уже такой и был сразу изначально. Потому что я тут смотрю, и некоторые дома сверху достраивают как бы. Так, это отель Валемар. Валемар 4 звезды. Валемар. А вот здесь раньше был, вот это где черные фасады, раньше был магазин французский Лакоста. Не выдержал конкуренцию, потому что дорого. А дорого не каждый может купить. А Тенерифе — это не для особо богатых, в общем-то. Это не на Карибах вам, не на Мальдивах. Здесь живут
Самые обычные люди. Вот, сидят марокканцы и продают разные футболочки, сумочки и прочее. А это кафе де Парис. Парис. Очень крутое кафе. Сеть Колумбус. У них очень вкусная кондитерская выпечка. Торты, разные пироженки. Вкусно. Ничего не скажешь. Вот то, что я говорил, что там были футболочки, а здесь уже марокканец продает сумочки. Вот. Сумочки. Это все поддельное. Хоть вы видите там Луи Виттон и прочее. Все это никакой не Луи Виттон. Луи Виттон за такие деньги стоить не может. А тут максимальная цена будет 10 евро. Все, сейчас я еще подойду к бассейнам. Это как бы окончание сети бассейнов. Очень длинное расстояние. Видите, бассейн. А там водопадики такие разные. Все, идем дальше. Впереди мы видим отель Каталония. Отель Каталония 4 звезды тоже. Значит, очень любят приезжать на Рождество, на Новый год сюда люди отдыхать. И, конечно же, на карнавалы. Когда карнавалы проходят, это февраль месяц в основном, очень яркие, красочные. Всем рекомендую хоть раз побывать на этих карнавалах. Отсюда уходит желтый паровозик Лора-Парк. Und geradeaus Palmen angebrochen. Angebrochen, сломанные пальмовые листья. Видите, как поломалось. Жалко. Это не пальмы, это эти, как его, бананы. Банановые деревья. Поломались. Поломались. Это церквушка Сан-Тельмо. Тоже часто можно увидеть на моем основном канале ее. Церковь Сан-Тельмо. Вот она. Сан-Тельмо. Алоэ. Алоэ. Здесь новый фасад здания сделали. Вот здесь сейчас полная вода. Гансфольвасса. Видите, я здесь люблю приходить купаться, но вечером, видите, идет приплыв, тут отливы и приплывы эти. И вот сейчас она полная. А я плаваю прямо с рыбками. Продолжаем дальше. Ну, любят сюда приходить, потому что здесь, вот видите, красный флаг висит. Там охранник смотрит. Ну, как бы купаться запрещено, но я не вижу, чтобы тут вот прыгнул, там плавают. Вероятно, плавать можно, потому что здесь, в общем-то, спокойно. Тут я не вижу никакого шторма. А здесь это болотце, там, где я плаваю. Сейчас приплыв, так полная вода. Там, чем опасно, ну, там вон плавает, я смотрю, человек. Опасно там камни, и там можно поскользнуться и ногу сломать. Надо ждать, когда отлив идет. Много людей, жарко, очень душно прямо. Душно как-то. А здесь на такой домре играет женщина. На такой домре играет. Харальд. Ага. Видите, какая птичка прилетела. Чайка. Чайка огромная. О, а там вон рыба. Смотрите, там крабик, у них идет соревновательный процесс. Посмотрите. Да. У них соревновательный процесс. Вот чайка прилетела, а там краб ел эту рыбку. Но опять же, вытаскивают эту рыбу птицы. Птицы ловят и вытаскивают. Здесь мы подошли на другую площадь, трубочист играет. Заходим в старый город, город Пуэрто-де-ла-Крус.
Старая часть города. Сейчас налево будет базилика. Церковь такая большая. Сейчас будет открыта, мы зайдем в нее. Вечером обычно она открыта. А до обеда закрыта. Я думаю, должна быть открыта. Да, открыто. Зайдем, покажу вам эту церковь. Там может быть месса идет. Зайдем. Очень красиво здесь украшают на войнах, на Рождество. Очень красиво. Видите, какая красота. Какая работа шикарная. Здесь витражные стекла. А наверху орган, электроорган. Все, выходим из церкви. Вышли мы с другой стороны церкви и попадаем в такой небольшой парк. Небольшой парк. Здесь фонтан, лебедь. Фонтан, лебедь. Вот такой одинокий лебедь. И вот это базилика Кирхе. Кирхе. Здесь бюст очень известному архитектору Малина, который работал в том числе и в Санкт-Петербурге. Видите, как попадали от деревьев. Вот. Агустин Молина. Пуэрто де ла Крус. 1758. Санкт-Петербург. 1824. Я так понимаю, что он в Санкт-Петербурге-то и умер. Агустин Молина. Очень жарко, очень душно. А здесь отель Маргуэлес. Больше 100 лет этому отелю. Маргуэса. Маргуэса. Зайдем сейчас еще в одну церковь. В одну церквушку зайдем. Вот она. Эрмита. Эрмита Сан-Хуан Баутиста. 16 век. Заходим в эту церквушку. Красивые такие двери сделаны, деревянные. Ну и чем отличается католическая церковь от от православной церкви? В католических церквях есть скамейки, где можно слушать мессу. Ну там на особых случаях только люди встают, молятся. Вот, а так они сидят. Вот такая церквушка. Деревянные потолки сделанные. Красиво.
И все церкви разные, сами по себе, и начинкой внутренней всей. Все, выходим. Мы зашли в такой магазинчик, где очень вкусная... Pasen a probar. Да, Ok. да. YouTube канал. Здесь такая приятная женщина, продавец, да. И она Pasen, предлагает, pasen y да. prueben. Вот. Dime. Супер. Очень вкусно. Такие разные орешки. Вкусняшки для сладкоежек разные. Pasen a probar, chicos. Трюфеля. Видите? Очень вкусно. Сейчас посмотрели на градусник, термометр 29 градусов. А здесь такой рыбацкий как бы поселочек. Сюда утром приплывают лодки со свежей рыбой. И здесь люди из ресторанов, из кафе делают закупки рыбы. Свежая рыбка. Прямо в этот порт привозят. Ну и знаменитая Фрау Фиш. Женщина с рыбой, видите? Здесь она несет на голове корзину. Можете посмотреть, я вам поднял. Вот видите, рыбка у нее здесь выплескивается из ведра рыбка. Вот, спешит она, чтобы свежую рыбу продать на рынке. Мы в Пуэрто-де-ла-Крус. Здесь тоже часто купаются. Сегодня люди просто лежат, отдыхают. Ну, ветер сильный, посему не особо лезут сейчас в воду. Хотя жарко. Жарко, очень жарко. А мы подходим к Хайлиген Кармен. Хайлиген Кармен. Сейчас я приближу вам. Вот такая композиция. Ну, здесь можете остановить и прочитать. На испанском. Цветов много приносят сюда. Здесь на берегу этого портика стоит колоночка. Вот с такой водичкой. Видите, водичка идет. Все. Все. Алехор закрыт. Алехор это где выставляет, как правило, на входе корова такая стоит. Это как символ алехора этого. Алехоп, алехоп, алехоп. Так, мы подходим к неплохому кафе «Манго». Ну, неплохое, оно внешне так себе. Но здесь очень вкусно. Нас Иринка из Стокгольма, наша подруга, которая сейчас находится в Стокгольме, угощала. Вкусные здесь такие бургеры. Пивко подавали вкусное. Манго. Вот манго. Кафетерия «Манго». Дальше прогуливаемся по старому городу Пуэрто-де-ла-Крус. А здесь паэлью подают. Паэлья – национальная кухня Испании. Это рис с морепродуктами, с курицей, может быть, там мясо какое-то присутствует. Но в основном едят с морепродуктами. Там креветки, осьминоги, кальмары, все это. Вкусно, вкусно. Кто готовит вкусно эту паэлью, действительно она вкусная. Сытная, вкусная. Ну и очень часто можно в Испании встретить росписи. Это может быть и на зданиях. Вот, например, видите, какая идет роспись. На зданиях, на заборах. Здесь уже оно облезло немного. Там дальше тоже будет. Я покажу вам сейчас. Я вам сейчас и покажу. Здесь есть хороший такой старенький домик с очень интересной декорацией. Они постоянно ее меняют, эту декорацию. Смотрите, какие балконы шикарные. Деревянные балкончики. Очень уютно.
и обстановка такой хорошей энергетики. Ну вот здесь часто меняют они композиции. По-деревенски сделано все. Люди сидят в кафешечках, ужинают. И вот мы подходим, там на стене сейчас тоже будет такая большая картина, нарисованная художником. Опять зеленый балкон деревянный. А мы подходим к этой картине. Oh, das ist andere Bild. Ja, das ist vorne. Ja, dieser der ältere Mann Bild, vorne geradeaus andere neues. Здесь раньше была другая картина. Они уже перерисовали ее. Сейчас я вам покажу поближе. Вот такая сидит женщина в рыбацком поселке, весы. Вот на стене еще одно вырисовывается картина. Там женщина по типу Джуны что-то прямо. Помните, Джуна Даиташвили, царство небесное. Хорошо знаком с ней был. Часто приходил к ней в академию, общались. Потрясающая женщина, которая отдала свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье ради людей. Хотя писали всяких много гадостей о ней. На самом деле это был действительно человек, который обладал целебными, такими энергетикой целебной. И лечил, у нее лечились и Брежнев, и Косыгин, и в том числе и Аркадий Райкин. Андрей Лахов в последние годы приходил к ней тоже. Ведущий. Привет, Андрей. Вот, и здесь вот смотрите, как на фасаде сделали тепих. Тепих это как бы ковер такой, да, ручной вязки. Я так понимаю, что это крючком, наверное, вяжется. Это крючком. Вот так фасад сделан. Здесь такой тоже интересный дворик. Так, вот такой интересный дворик. Отходим мы от этого здания, где ковры на фасаде. Здесь небольшое здание с черепицей такой. Видите, старая черепица еще. Замененная с новой. Видно, часть побилась. Вышла из строя. Вот такой тепих. Ковер на фасаде здания. Прогуливаемся дальше. Ну и вы знаете, что Канарский архипелаг имеет несколько островов. Самый большой остров — это остров Тенерифе. Второй по величине — Гран-Канария. И вот мы видим остров Тенерифе и Гран-Канария. Вот. У меня был случай много лет назад. Вот это место очень запомнилось мне. Очень запомнилось. Значит, чем? У меня эвакуировали машину. Значит, что сделали они? Утром поставили знак, типа стоянка запрещена, а вечером его не было. Я прихожу, машины нету. Машины нету. Ну и пошли искать. Искали полдня, и вот еле-еле нашли здесь. Заплатил за это эвакуирование 180 евро. Обошлась. Хотя они, в общем-то, не правы. Разве можно так делать? Человек вечером приехал, поставил машину, а утром они ставят знак и начинают пальмы подрезать. Мы гуляем по узким улочкам города Пуэрто-де-ла-Крус. Здесь более ветер стих, потому что среди домов идем. Здесь очередная кафешечка. Люди отдыхают. И посмотрите, какие уютные маленькие домики. Это жилые домики небольшие. Там тоже небольшие домики.
И вот еще одна картина. Так, я ее в прошлые разы не видел. Сейчас я приближу вам ее. На фасаде здания. Вот такой мужчинка. Женщина собачку выгуливает. Еще нашли одну улочку, прогуляемся тоже. Улочки-переулочки. И вот еще на фасаде изобразили. На фасаде здания. Видите, какие старые домики. Старые домики. Вот эти ветки от пальм, что попадали, завтра, а то и сегодня до ночи все это будет убрано, все будет чистенько, вылизано, вымыто. Чистота и порядок. Ну, очень жарко. Такое впечатление, как будто перед Калимой. Перед Калимой всегда жарко. А Калима — это когда из пустыни идет такая песочная буря. Песочная буря. Называется Калима. Буря сама идет из Сахары, как правило. Так, тут уже начинают украшать к Вайнахт, к Рождеству. Ух, какие творения, смотрите. Какие монстры. Какие монстры. Эля Тико. Эля Тико. Да, и вон, смотрите, летающая прямо черепаха в каком-то горшке. Тоже сейчас приближу. Так. И Гемахт. Вот такие небольшие ресторан. Италия. Видите, как сделан. Водичка льется. Столики такие. Очень уютненько. Вот здесь фонтанчик. Дальше идем. Все старые постройки здания. В прошлый раз здесь мы отпраздновали в этом ресторанчике мой день рождения. А Харальда праздновали мы в американском ресторан стейк, называется Брунеллис. Очень шикарный ресторан. Это тоже очень старый. Сейчас закрыт он сегодня не работает. Здесь магазин, маркет продуктов Алтеза. Это сеть магазинов по Австрии, по Эстонии. Испания, Австрия, все вспомнил. Все вместе налетело. И мы подходим, так называемая Плаца Чарка. Площадь Чарка. Раньше была большая лужа. Я уже рассказывал в своих видео на старом канале. Большая лужа, потом был мусорник в этой луже. А потом преобразили, сделали такой вот чудесный парк. Видите, сколько мусора нападало. Это все сегодня после... Не подумайте, что это не убрано. Это будет все убираться.
Вот, это сегодня налетело, буквально сегодня. И сейчас подойдем еще дерево в воде. Покажу, как растет. Здесь кафешечки и ресторанчики. Тоже часто мы здесь сидим, ужинаем, пиво пьем. Вот. И вот оно, дерево в воде. Здесь очень красиво украшает на войнах, на Рождество ставят такие кресла деревянные, на кресла ставят цветы. Ну, оригинально смотрится, прямо в воде стоят они. Здесь сеть ресторанчиков. А мы сейчас будем возвращаться. Сейчас будем возвращаться. Впереди китайский ресторан. Прямо по улице кафе, клуб живой песни. Играют пожилые люди на гитарах. Называется Техас Вегас. Техас Вегас. Отель Тропикал. Отель Тропикал 3 звезды. Уходим мы с плаца Чарка, с площади Чарка. Здесь Колумбус кафе внизу. Hola. Так, а здесь впереди ливанский ресторан. Я на своем канале рассказывал, что в прошлом году мы были Инной приглашены, Инна из Хайфы, наша подруга. И мы сидели в этом ливанском ресторане. Очень вкусная еда здесь. Рекомендую тоже сходить в этот, вот на втором этаже с балкончиком мы сидели. Маленький балкончик справа. Сегодня у нас видео, наверное, можно назвать прошвырнулись. Прошвырнулись по Пуэрто-де-ла-Крус, по старому городу. Сам Пуэрто-де-ла-Крус большой город. Население, если память не изменяет, 35 тысяч человек в нем живет. Это второй город после Санта-Крус по величине. Столица Санта-Крус на Тенерифе острове. Посмотрите, как балкончик сделан. И там небольшой эркер идет. Ну так, оригинально. Все, заканчиваем нашу прогулочку по городу Пуэрто-де-ла-Крус. Ждем новых видео. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Канал «Живут же люди» вас приветствует. Все оставайтесь живы-здоровы. Всем мира над головой. Всем пока-пока.